Они, честно говоря, меня помучили. Ну вот я просто хочу сегодня выяснить, что вообще было на самом деле. А кто помучил? Ну, соседи, говорю, у нас же здесь восьмиэтажка, Да. и соседи сумасшедшие вообще полностью были. О, Вот, ну, знакомая цель моего... история. А? Знакомая история. Да уж, точно. Как мы все зависим от соседей. Нет, мы не зависим от них. Ну как, у нас, например, тут квартира, здесь вообще все слышно, абсолютно все. И поэтому тут вообще невозможно что-то скрыть от кого-то. У нас был Это сеанс, очень и после старая сеанса тема. через несколько дней соседи съехали. Да? Шумные соседи, какие-то там запрещенные вещества, там полиция постоянно приезжала. Так что не мы от соседей зависим, а соседи от нас. Вот так бы было лучше. Это Маргарита, вот точно. так нужно настроиться. Да, точно. Ладно, окей, читаю. Цель сеанса: очистить свое пространство, убрать контракты, подконтракты, соглашения и в этом и прошлых воплощениях. И облегчить магическое воздействие от антимира, вернуть свои частички души. Ну, первое. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты видишь? Да, вижу какие-то, почему-то идет дома, какие-то фигуры. Мгм. Ладно, хорошо, Виктория. Отсоединитесь от всех и всего, поднимайся вверх. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. 1, 2, 3. Так, вот от этих фигур черных идут такие какие-то... Вот Маргарита появилась, а от них они вот так как бы пространство разделилось, и с нижнего этого пространства идут такие, считывается, армирующие связи, армирующие, как волокна стеклянные белые такие, и идут вот так к ней, как-то вот сюда, прямо сюда. Так, вот таким просто как пучок. А здесь вижу такая пластина, и оно как-то так бум-бум-бум, вот так вот такие звуки. И в секторе магии кто-то есть. Сейчас я отсоединюсь. И это армирующие эти волокна как-то развернулись к этому, кто в секторе магии. И вот так начало крутиться, как вихрь такой. А Маргарита вот так делает крыльями, как-то крыльями, как будто крылья обрезанные. Знаешь, как у курочки, которую ощипали, Угу. вот такие вот только, а перьев нет. И она вот так как-то взмахнула и подскочила на одну ступенечку вверх. Да, я его вижу, это она. Хорошо. Так, считай эфирный ДНК. Убедись, Виктория, что это она. Да, это она. Угу. Спроси у Вот, нее. Да. Что ты да, видишь? да. Да, вот так прямо из глаз такие черные пучки энергии соединились с секторами трендов. И когда они вот соединились, там внизу я услышала, как будто бы на блюдце с такого портала, вот я вижу, как такие эти, знаешь, как будто падают жемчужинки. И они так на блюдце падают, так цок, цок с обеих глаз и катятся туда, вниз. Угу. Твердые Хорошо. такие, белые. Хорошо, Виктория, спроси у Маргариты разрешение потрудиться с ней для нее.
она написала что-то, сейчас не ответила, а написала вот так на каком-то этом, и говорит, мой фатальный союз. Какой-то лист такой, как будто бы полосой такой, написала мой фатальный союз. Мгм. Как ленточка такая, на ленточке вот так. И это потянулось в сектор магии, а в секторе магии как будто бы кто-то на печатной машинке печатает такие буквы черные и потом вывешивает. Сейчас будем смотреть, сейчас я еще раз ее спрошу. Дает она разрешение, да, работать с ней. Мгм. Кто там печатает на машинке, приказывая проявить согласно физической ДНК. Какой-то герцог. Сейчас имя говорит. На французский манер. Типа, сейчас. То Депатье или что-то такое. Департье. Или Депортье, да? Герцог стоит. Мгм. Так. И тоже говорит о каком-то союзе, о его союзе. Мгм. Что это за союз? Который считает информацию. Он говорит как бы о каком-то союзе, и это уходит в сектор интерферентов. Такая черная энергия, да? Какой-то портал. Мгм. Ну, не Департье, но как-то так похоже, как-то французский. Ну, приказывай этому герцогу, пусть он напишет точно, как его имя, фамилия. Как-то Дибудье, как-то вот так. Мгм. Ну, вот так вот как-то. Понятно. Так. Да, хорошо. Давай посмотрим, Виктория. Приказывай этому герцогу отвечать. Что он делает в пространстве Маргариты? Говорит, что он армирует ее сознание. Так. И говорит, что ему нужны, слышу, ее вот эти жемчужины. Эти жемчужины, они такие прямо как жемчуг, а внутри такие черные точечки, как, и они живые, как глаза. Угу. И да, Что интересно. это? Угу. Все Что это? связано вот с этим ее воплощением. Антуанетта. Вижу, она сидит как будто бы на таком низком стуле, Угу. а правую ногу вот так вытянула, и кто-то ей примеряет там туфельку. Вот этот, Угу. то ли Дибудье, вот так как-то. Он туфельку ей как бы вот так одевает. Угу. Так, что это за событие такое? Так, интересненько. А на этой туфельке, вот, и когда она это одела, она так любуется, и какой-то шар такой, там, где пальчики ног, вот такой шар Угу. какой-то, он имеет грани такие, и он вот так с этой ноги вот так летит вот сюда прямо, в сектор принятия решений. Сейчас я посмотрю, что это. И образовался такой вот это белое, как блюдце, вот это тут. Так, Угу. что же это такое? Такой плоский-плоский белый кружок.
А который вот это бум-бум-бум было. Мгм. Так, хорошо. М. Так, вот эти жемчужинки с точкой. Что это за жемчужина? Посмотри на одну жемчужинку, как она считывается. Так. Оно считывается желание быть пойманной зверем. Вот это черная энергия внутри. А белая, Мгм. оно считывается вот как нарост. И вот эти энергии армирующие, как бы как клубочек, который намотался, вот так и становится таким плотным. Мгм. Почему-то идет желание быть пойманной зверем, так и слышу. Так, а вот это блюдце как считывается, которое падает, эти жемчужины? А вот там в нижнем пространстве оно считывается как отношение к себе. Мгм. Вот это. Отношение к себе, желание быть пойманной, увязнуть. Ты сказала, Виктория, это связано с сектором принятия решений. Давай посмотрим. Да, я слышу увязнуть, и снова это слышу дебудье или дебутье. Давай посмотрим, что на физике происходило, когда это желание быть пойманным зверем впервые появилось у нее в пространстве. Я вижу этот парень, он подарил ей, принес какую-то коробочку. Она Мгм. как кокетничает. В коробочке как какой-то предмет такой большой, ну, как жемчужина, только большого размера, вот такой, как шарик. А внутри именно этот черная точка, этот черный глаз. И эта черная энергия так и считывается дебудье. Какой-то герцог дебудье. Так, а Или этот дебутье. парень, кто он? Кто этот парень, приказом отвечать? Кто он Э, такой? Это он же есть. Но сейчас я вижу, что эти черные энергии, которые вот в этом подарке, которые идут от него, и вот эти звери какие-то, которых я увидела в самом начале, эти фигуры, это считываются как звери. И вижу квартиру, одновременно идет квартиру Маргарита? Маргариты. Она выглядит как черная коробочка, вот особенно где потолок. И вижу, что вот эти рассылания символов, вот от нее идет, как будто бы из глаз вот эти черные энергии, которые вот как паутины вот эти рассылают вот так на э, по всем углам. И вниз тоже. И когда она посмотрела вниз, то там буквально пробуравилась вот такая вот портал, сектор интерферентов, связал эти звери тоже связаны, эти звери а, считывается как чудище, м, какие-то Мгм. косматые штуки. И быстренько оно как будто бы такой хлопок произошел в секторе магии. Мгм. С чем этот хлопок связан? С каким-то событием, Виктория? Вот это как два магнита, раз, и присоединились, примагнитились. Так, кто там? Кто в секторе магии находится, связанный с этим с хлопком, приказываем проявить согласно физической ДНК.
Так, вижу какая-то фигура белая, как вот эти армирующие нити, лежит. Приказываем отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Считывается сноха. Так, как ее зовут, эту сноху? Приказывая этой снохе отвечать ее имя. Тамона. Она вот так облизнула губы и сказала: Оксана Монастырская. Мгм. А почему она сноха? Ну уж я не знаю, почему. И возле нее такая черная энергия у изголовья. Мгм. Говорит, я спросила, кто это, а она говорит, мой двоюродный брат. Это Дюбадье. Мгм. Так, а кем она была тогда, когда этот Дебютье жил? Как ее в том воплощении звали? Приказывая ей отвечать. Она вот так наклонилась и говорит, Антуанетта. И приняла вид вот такой маленькой Антуанетты. Мгм. Так, что это за Антонетта? Что это за энергия или что это такое? Приказывая ей отвечать. Я вижу, что она как будто влазит сверху в платье, протягивает ноги в платье, в одежду Антуанетты. Это на эфирном плане. Угу. И показывает на эту черную энергию и говорит, мой брат Дюбадье. В этом воплощении то ли это эти энергии, то ли он был воплощен тогда. Вот проявляется эта черная борода, глаза черные, и эта черная энергия начинает как проявляться, форма. Это как дух? И да, да, да. Угу. А, как стекло, как стеклянный шарик вот этот, такой же обретает вид какой-то человек, который стоит возле Моны в этом воплощении. Это Илья. Угу. Я Э, считаю, Виктория, этот Дебутье и Илья связаны друг с другом. Мне идет одно и то же. Угу. Так. А кто этот Илья был в воплощении Антуанетты? Какое он имеет отношение к Антуанетте? А этот Дебудье, он одевает ей туфельку, а Мона пытается забрать, я слышу, ее престиж Антуанетты. Так. По-нашему, это переброс кармы и навешивание. Ну, прямо так я вижу, как Мона навешивает такие пластины на Угу. энергосферу Маргариты. И вот этот момент, когда Маргарита вот рассылает этих, считывается пауков, этих духов, Угу. они как пауки, да, Э, звери, ну вот эти духи, да, Угу. она вот разрешила в этот момент воспользоваться, так и идет, ее обувью, Угу. то есть ее престижем. То есть идет как бы борьба за сейчас, за вот это слово идет престиж. Угу. Вот. Так, Маргарита
хочет и отменяет эти ее занятия этими цельнозоровцами, этими символами. Пусть она зайдет в тот момент, когда она решила этим заниматься, отменит это ее желание, отменит все эти посылания этих символов, использования и каким-то связано с этой цельнозором. Сейчас вижу, что в эфирном пространстве как бы запечатлена такая картина. Она вот идет Антуанетта именно. То есть вот эти цельнозоровские все махинации с этими психическими энергиями, это очень тонкая работа. Я вижу, что цепляются за какие-то события из прошлого, за генетическую память. И вижу, что в эфирном пространстве это выглядит вот так, что Маргарита идет, не Маргарита, а Антуанетта. Сидит вот в позе лотос. Вот где ствол энергетический, он весь черный в тот момент. И глаза вот так просто по-украински слышу, припяти, то есть привязаны к, я слышу, энергетическому сигналу возмездия. И вижу этот эгрегор, в котором такой шум разный, как сковородки или кастрюли, что-то гремит, стучит. Вот это какое-то сумасшествие. Мгм. Да, и это вот эти... Так, мне интересно, да, я вижу этот момент. Я подумала, эти же соседи были до Ильи. И я Мгм. вижу, что эти все связи, они как бы были в таком зачаточном виде, как прорисованы. А когда Антуанетта, вот видишь, идет Антуанетта, Маргарита приняла решение распространять этих духов, эти символы своим соседям, то образовалась вот эта коробочка черная, и эти связи уже вот идет, армировались. То есть Укрепились. укрепились, потому что а, была подготовка во время воплощения. Эти колдуны, они уже готовят себе пути отступа, и они уже планируют будущие воплощения и переброс кармы на других людей. И я вижу, что во время вот этими медитациями с этими символами, с этим всем, вот вижу, как она шлеп, шлеп, шлеп на телефон эти Мгм. символы, то и Мона, и Илья, ну, как и все остальные эзотерики, колдуны, они забирают вот эту энергию престижа. Им нужна эта энергия престижа. Ага, это энергия развития. Энергия престиж, я слышу, энергия развития событий. Мгм. Они ее себе забирают, а вместо этого вот дают, укрепляется союз, так я слышу, союз, укрепляется союз с демонами. И вот эта туфелька черная, да, символизирует союз. А, и снова вижу какой-то контракт с этим Дебутье. Какой-то союз с его демонами, да. Да, хорошо, Виктория. Кто находится в секторе интерферентов, всем этим интерферентам приказываю проявиться согласно их эфирных ДНК, встать по старшинству. Так, сначала проявился, я смотрю, как будто бы в подзорную трубу, таким кружочком. Где-то в нижнем пространстве такие вот эти щупальцы объемные. Спрут. Этот спрут осчитывается как структура власти, Угу. гегемония власти дьявола.
А потом появляется вот эта высокая фигура, человекоподобная, как вот это Дюбадье, или, ну, короче, Мгм. только в секторе интерферентов. Он как-то стоит, и у него такой хвост огромный. Мгм. Рептилоид, глаза большие, морда как у лягушки похожая. Как я называю их, ниндзями. Мгм. Это нужно будет, знаешь что, сделать какое-то специальное расследование. Мне вот кажется, что не кажется, а нужно рассмотреть. А прямо чувство такое идет, что это специфический вид людей, которые вот буквально как лягушки перепрыгивают, кожу свою меняют. Вот это люди, которые перепрыгивают из воплощения в воплощение для того, чтобы менять свою личину. Так и идет. А внутри у них вот этот дух. Демиурга вот этого. Да, да, да. Вот, вот этот крокодил и стоит, вот этот ниндзя в секторе интерферентов. Мгм. А в секторе магии вижу в этот момент человек как будто бы галстучек вот так себе. Мгм. Вот галстук. Ну, это масонский тоже Затянул. символ. Мгм. Затянул, и такой воротничок прям белоснежный, треугольнички в черном костюме. И лапы у него не руки, а лапы с когтями. Рептилоид. Это Илья. Мгм. Вот этот рептилоид, вот он как бы в человека вошел, в него. Он воплощается. Мгм. Считывается бессмертный дух. Вижу этот образ Сталина. Я еще подумала, как это можно столько воплощений? Воплощается и воплощается и воплощается. Зачем? Без перерыва. Мгм. И вот это снова идет слово для угнетения душ человеческих. Мгм. Так, кто участвует в этом контракте, который заключила Маргарита? Какой-то двойственный контракт. Он был в том воплощении и в этом тоже. В этом воплощении я вижу, что когда Маргарита мысленно посылает эти символы, то этот спрут проникает вот во все эти, э, куда она направляет свое внимание. Мгм. И везде, со всех, куда она вот направила, там такие глаза, которые уже начинают смотреть на нее прямо в одну точку, вот сюда, в сердечную чакру. Мгм. И они говорят: мы пришли за тобой. Хорошо, теперь Это давай, пленение, да, да, Мгм. буквально Давай эти энергии. посмотрим это событие, Мгм. Когда этот контракт был заключен, что происходило на физическом плане. На физическом плане я слышу, Мария Антуанетта распространяет духов Демиурга, Мгм. воплощает их в естественных людей. Так, а что это за действия были на физике? Каким это образом Это происходило? медитация, когда она отсылала вот эти символы этих духов, потому что символы используются в эзотерике для того, чтобы привязать духов. То есть это как ключ, И который это, открывает этот портал с этими духами. что она делала, когда была Антуанеттой?
А когда она была Антуанеттой, в этот же момент я вижу, а, что вот этот человек что-то ей дал. Сейчас я посмотрю. Мгм. Что-то она так застеснялась. Я говорю, показываю ей в том времени наш сеанс, и что Антуанетта, ну, идет замена, понимаешь, вот так вот, замена. А зачем? Сейчас я отсоединюсь, пошлешь меня снова сюда, хорошо? Хорошо, Виктория. Мне Мгм. интересно, я вижу, появляется, почему ей навязывают вот это Антуанетта, вижу топор. Появляется топор, Мгм. который вот так пух, как будто бы он застрял в такой Мгм. черной платформе, и как считывается масонское братство. Люди в черных костюмах и в белых перчатках, и такие здесь эти воротнички. Я вижу, что на этом блюдце несут голову Антуанетты, этому М. духу, который на физике был Дюпатье, и он буквально как будто бы ест эту голову. То есть она Мгм. дала себя съесть. И сейчас через эти магические действия с Ильей он вытаскивает эту ситуацию, чтобы ее проявить в этой реальности, а ее вот этот престиж королевы, власти, взять себе. Мгм. Повторите Вот текст. эту энергию унижения, да, унижения и расправы буквально я слышу. Этот Дюбадье. Мгм. Смотри как. Сейчас нужно посмотреть, не сыграл ли он главную роль в казни Маргариты, как в моем сеансе. Это Лиля. Помнишь? Да, давай посмотрим, Виктория, что происходило в момент казни Антуанетты, где был в этот момент этот Дебутье. Понятно. Вот печатная машинка. Как будто печатает кто-то, я слышу, донос. Печатает вот эти какие-то буковки. Они в каком-то таком порядке интересном выстраиваются. Мгм. Вот. Так. Считывается клевета, донос, клевета, Мгм. обречение. Что-то связано с растратами, а, с растратами французской армии. Что-то вот такое идет. То есть ее обвинили в растратах Мгм. армии. И да, я слышу государственный переворот, какой-то мордобой. Короче, вот это все. Смена власти. Смена Мгм. власти. Ага. Хорошо, Виктория. Дебош. Мгм. Да. Хорошо, Виктория, давай вернемся в тот момент, когда там была ситуация, Антуанетта стеснялась, что Да. захотела посмотреть, что она, из-за чего это. Мгм. Я вижу, она стесняется вот так как-то, а он ее зажал по талии, эти черные энергии. А она говорит, он меня любит. Мгм. Она говорит, что он предложил быть с ней буквально. И показывает, предложил постель. Мгм. Показывает, как будто бы она так расправляет кровать. Но от него жуткие энергии идут черные, я ей показываю, и она
Как в эфирном пространстве все интересно. Она как будто бы, как я вот смотрела, как в трубу подзорную. Теперь она так смотрит с того воплощения сюда. Мгм. Она так смотрит и обнаружила вот там себя в секторе интерферентов, связанную вот так, и обезглавленную. Я ей передаю информацию, чтобы она развернула это письмо, которое принес этот человек. Он любовное письмо какое-то принес. Подлизывается, вот и идет, что подлизывается, Мгм. лжет. И она его вот так, этот клубочек, разворачивает. И внутри увидела этот черный глаз. Это вот этот механизм считывания эфирного ДНК и допуска к своему сердцу. Вот именно там, где находится дух души. Мгм. И я вижу, как она разозлилась и ногой вот так, как легнула. И вот эта туфелька черная отвалилась, и ему просто в лоб. И все как-то загудело вот так странно, как вакуум какой-то. И начал огромный портал начал гудеть и засасывать это все. Я вижу, что туда засасывается вот этот звук этих баптистов, Мгм. этого вентилятора, который там гудит. Это здание белое. И оно уходит. А Антуанетта берет вот эту полосу, на которой она написала этот союз, и вот так ножницами его разрезала. И в этот момент у нее вот это из третьей чакры, то есть с родового этого, эта черная энергия, как рука этого Дюбадье, ушла. Мгм. И вижу, что она поднимается вверх, в сектор первотворца будущего, но у нее такие крылья, как у бабочки, прозрачные. Там, где ее должны быть крылья, перья не растут, ангельские крылья. Мгм. Но есть такие, знаешь, там как отростки. Я ей передаю, чтобы она собрала все частицы энергии и потерянные во всех воплощениях, и в этом воплощении. И я вижу, как она ухватила эту одежду, в которую Мона в- Врезала. вползала, Мгм. и перевернула эту Мону вверх ногами, и забрала эту одежду, а эта одежда не ее, а она как медуза такая, знаешь, то есть это навязанный сценарий. И она это выбрасывает, но рассоединила. Вот так. И как громко-громко сказала, я – это я. Мгм. То есть И в приказывает этот момент этому. эти крылышки, бабочки, символизирующие неопытность души, они как это стекло рассыпались, а ее крылья вот так как продавились и вышли, а на спине такая красная энергия возмездия. И Мгм. я вижу, как она взяла такую щетку. И я помню такую щетку. Мама белила в детстве, я помню. И она белит свою квартиру, где это все черное было. Она все это забеливает, выкручивает, выбрасывает этот фартук. Считывается работник зла. И я вижу, как эти глаза, которые во все пространство проникли, куда она посылала эти символы, они уходят. И снова Мгм. я вижу, снова вот этот, она разрезает, говорит союз, разрезает, и вдруг вышла с этого пространства, как с коробочки,
коробочка как будто бы вот так распалась, и она летит как ангел вверх, и свет такой. И говорит таким громким голосом, что она расторгла контракт с Дюбадье. Я вижу, как такие черные письмена к нему уходят, эти черные энергии. Мгм. Пусть приказывает этому дебютие, вот этот весь донос, всю ее ложь, обман и последствия, всю эту казнь, пусть он принимает ему же, К нему же, да. ему же, да. И вот оно что. Вот ее престиж возвращается к ней. Я вижу, что она как будто бы вот так, ножки вместе, и вот так сидит. Вот. На какой-то золотой горе. Что это за гора? Мгм. Что это за гора? Оно считывается престиж, гора Мгм. силы. Рисует так картины, как эти боги там сидят на чем-то. Вот она сидит, а потому что через увлечение этим цельнозором он ее тогда посадил на эту черную иглу. Да? А сейчас она ему эту энергию всю отдала и вернула себе ее престиж. Я ей передаю, чтобы она очистила ее пространство. Вот из глаз такие, как две ложечки, вот так на глазах, Мгм. которые как бы закрывали ей глаза, чтобы она не видела свою истинную силу и красоту. И она это вот, эти импланты уходят, и я вижу, она вот так берет свою сердечную чакру вот так в ее руки, а к этим ее рукам она как будто бы вот так выходит. В сектор интерферентов идет рука, энергия. То есть способность творить не от ее божественного разума идет, Мгм. а вот откуда берутся эти мотыльки, бабочки, да, неопытные души. Они не потому неопытные, что они неопытные, а потому что они под воздействием, захват. Я слышу, Мгм. захват власти над душой. Так, кто там еще есть? Мгм. Приказываю, кто там еще есть в интерферентах, кто захватил частички души Маргариты, приказываю им всем проявиться согласно эфирной ДНК. Идет какая-то сгорбленная бабулька и как будто бы в землю что-то садит. Мгм. Это та соседка, Да, бабка черноволосая с каркающим голосом. вот она какая-то как сгорбленная, да, каркунья. Мгм. Приказывает Игорьку не отвечать, что она делает, что за ритуал она. Она вот так пальцем показывает. Она одновременно находится в секторе магии, в секторе интерферентов. Она как носитель этого духа. Мгм. И она вот так вверх пальцем машет. Говорит, я ее стерегу. И я вижу, что эта бабуля, она подготовила вот эту черную коробочку, которая проявилась в реальности тогда, когда Маргарита уже обратилась к Илье. Мгм. Как ловушка. Да, да, да. Так, это Каркуния находится в секторе магии. Пусть Да, Маргарита приказывает, пусть она полностью, все ее воздействия, все ритуалы, ложь, обман, все магические действия, пусть она забирает, ее же руками применяет к ней же. вижу какая-то катушка ниток с воткнутой иглой. И я ей приказываю, она как бы умерла, наверное. Мгм. Она внизу находится. Я ей приказываю убирать. Она нарушила коны Вселенной, коны доброй воли,
иконы гармонии и суверенности. И от Маргариты вот это как стекло, такая как колба отваливается. Я передаю Маргарите, чтобы Маргарита приказывала этой ведьме немедленно убирать все ее воздействия. Да, и на нее, и на жилье, где она. То есть, Так, Маргарита что-то делает. Она вот это, знаешь, как сверло такое снова проявляется, вот эта сверлящая энергия. Сейчас я посмотрю, что это за энергия. И она тоже вот так связана с сектором магии и сектором интерферента. это этот муслимы, какой-то там мужик с сыном. Сейчас, Так, сейчас эту бабку нужно, сейчас, одну секунду. давай с Я бабкой передаю разберемся Маргарите, сначала. чтобы Маргарита полностью уничтожила все эти энергии, очистила. Так, квартира Маргариты уже имеет вид шара, сияет. Мгм. И так, чтобы она избавилась от этой энергии, а энергия черная идет, вот так как я смотрю, то с правой стороны. Так, тоже. Так, это вот эти, наверное, которые после этой бабки стали жить в ее квартире. Нет, Приказываю. это вот так кто-то сбоку. Сбоку. Так, но энергия все идет из одного портала. Так, она рассеивается, и вверху появляется какой-то человек. О, наркоман. Он нюхает. Мгм. Вот так делает. Мгм. Может, там немец был какой-то еще? Вот. Нет, это на втором этаже. Это вот Так. Так, кто это нюхает? Я ему приказываю отвечать, кто он такой. Пусть назовется. он говорит, странно, он говорит, мой барьер. Так, что он делает? Так, приказываю ему отвечать, кто он такой. Он говорит, я за ней наблюдаю. То есть эти все вот странные соседи, потому что, ну, надо же, чтобы в одном времени вот столько собралось странных людей. И я вижу, что это этот же дух, который в нем работает. Он буквально как будто бы в подзорную трубу наблюдает за Маргаритой. А в этот момент от Маргариты такая энергия пошла, как хлопнет а, этого, все к нему вернулось. Мгм. Я ему передаю, что чтобы он убирал все воздействия от Маргариты. И пространство Маргариты вот так раздвигается. Она выходит с этого пространства, оно уходит. Мгм. И она появляется как в секторе миссии, в секторе будущего. И там подошла, как ангел с крыльями с большими, но подошла к какому-то пространству и вот так, как наркотики, нюхнула. Что там они? Героин, по-моему, нюхают. Они могут все нюхать. Да, и вот такая какая-то энергия вот от носа пошла. Мгм. Сейчас я хочу посмотреть. Чтобы он... Спрашиваю, что это? Мгм. Что это Спасибо. такое? У Маргариты что это она делает? Она говорит, я не различаю. Я не Мгм. вижу разницы. И я ей показываю эту энергию. Она из носа вытаскивает такой прозрачный цвет, как спрутик такой.
А, Я Мгм. спрашиваю, что это такое. И подключка от этого спрута, она вот так вытащила в секторе магии и в секторе принятия решений. Кто, нах- Считывается путаница. кто находится в секторе магии, приказу правительства согласно физической ДНК. Появляется какой-то наркоман, который вот так что-то лежит у него черное на столе, какая-то Мгм. дорожка, а он вот так нюхает черное. И снова я слышу дюбатье. Мгм. Так, приказывай, что он делает в пространстве Маргариты по отношению к этому нюхательным порошкам. Он говорит, что он играет с ней. И я вижу какая-то веселая игра. Он ей завязывает руки и завязывает глаза, и вот так ее вращает. Мгм. И хохот, там много таких, какое-то веселье идет, игра какая-то. И он ее вот так закрутил, Мгм. так закрутил, что она упала. А там такие кустики красивые, как лабиринт такой. Кустики Мгм. такими какими-то квадратами растут. И я Так. вижу, что когда она упала, он ее там такие кустики, как-то как комнаткой такой сделаны, и лавочка там стоит. Он ее посадил и ее целует. Мгм. Он заигрывает с ней, играется. И говорит, я ее убью. Да, и слышу вот это дюбатье или дибатье, как-то вот так. Так. А что относится к тому, что Маргарита не различает? К чему это относится? Вот к этой ситуации. Мгм. Да, я слышу, она приняла врага за друга. И вижу, как в этот момент буквально как будто бы оживился, активировался кто-то в секторе магии. Кто это активировался приказами правительства? Я слышу создательница мифов, и такие плывут, вот такие, как в океане, шух, шух, медузы плывут и прямо в нос. А, Что это за медузы такие, Виктория? Считай информацию. Да, это духи. Вижу, я посмотрела, кто это создательница этих Мгм. медуз. Вижу такие глаза. Это Мона. И Илья там сидит, как Мгм. будто у изголовья, как всегда. И вот так как... А этот дух, который в нем, с этими лапами такими крокодильями, с когтями, вот буквально как бы над ней, над головой, Мгм. контролирует этот процесс создания этих... Он не создает духов, а вытаскивает эти связи, налаживает связи, которые уже были в этом пространстве информационном. Они их оживляют, армируют. Мгм. И вдруг я вижу, Маргарита это осознала и выхватила эту медузу, как этого спрута с такими лапами. И вот там в этом палисаднике, или как это, парк такой, она вот так резко раз повернулась и увидела. А я ее спрашиваю, что она увидела. А она говорит, показывает на эти глаза,
которыми смотрит этот Дюбадье на нее. И кричит: «Я его знаю». И вот так из носа своего, и оно тянется такими веревками черными, эти все черные энергии, и такой топор, пух, и она встала с головой. Мгм. Вот. Я вижу, что этот Дюбатье, он был каким-то масоном, потому что их там много в секторе магии, и они ее как завлекли. Они там наркоманией занимались. Вот. Мгм. И вовлекли ее. Я передаю, чтобы Маргарита во всех воплощениях извлекала всех этих врагов, посмотрела на них ясным зрением. Она богиня, она может все. И вижу, как эта энергия, которая закрывала ее будущее, как будто бы формировала вот это негативное будущее, все уходит. Я Мгм. передаю, чтобы она очистила все ее личное и общее пространство и очистила ее физическую квартиру. Я вижу, что она шпаклюет эту дырочку, этот портал, чтобы она зашпаклевала, все заделала пробоины и отправила через эти пробоины всем в чужеродные энергии, всем, кто вторгается в ее пространство, очистила. Я вижу, как она окна открывает, чтобы она наполнила всю ее квартиру, весь ее дом, все ее пространство, жилище, все, что касается ее рука и ее разум, энергией счастья, гармонии, благословений, спокойствия. И Мгм. снимает из руки вот такой, а, говорит, черный бриллиант. Наверное, он его подарил ей. Да, и она отдает эту коробочку, Ну, как что закрывает было? этот Мгм. портал. Я передаю Маргарите, чтобы она передала всем ее соседям, чтобы они уважали ее престиж, ее пространство, и или вели себя хорошо, или пусть уезжают, чтобы освободить место для тех, кто будет уважать ее пространство личное, ее спокойствие, чтобы они немедленно охраняли ее спокойствие, ее гармонию. Я вижу, как она распахивает окна, и такой свет, чистит всю квартиру. Да, сейчас можем Мгм. войти в тот момент, когда все пространство Маргариты будет абсолютно чистым. Я вижу, как она сняла с потолка этот символ цельнозора, как паутину, и вот так ее разломала, этот символ. Разбился этот телефон, да. Все Мгм. уходит в портал на утилизацию. Ага. О, и она говорит, как ее зовут, как ее фамилия. Говорит, да, вернула свой престиж. И вот это идет этот образ, как будто такое все золотое. И вот как будто она вот так в этих потоках купается буквально. Мгм. Виктория, у меня есть вопрос. Да. Кто был для Маргариты Аксель фон Ферзен? Аксель. Мне найти Мгм. его? Ну да, найти. Он любил ее в том воплощении, Аксель. И с Людовиком знаком был. Пытался спасти ее. Аксель де Ферзен. Ам, А что ты хочешь, чтобы я нашла, воплощен ли он или как? М. Ну хорошо, просто найди его, где он сейчас находится, этот Аксель фон Ферзен.
Я вижу, что а, он как ангел, как ангел вот так вылетел сияющий из сектора интерферентов Мгм. и находится как в секторе будущего. И он вот так делает, как будто такая дверь завалена такими шкафами. Ну, там вот оттуда, с того пространства. И он вот так как бы расшвыривает эти шкафы, прочищает дорогу, Так. говорит к себе. Мгм. Ну ладно. Э, Давай мы Я не передадим. вижу, чтобы он был воплощен, или мы не находим. Но это нужно, наверное, Ну больше ладно, Виктория. времени. Просто давай передадим ему алгоритм освобождения, если он хочет принять, передадим ему эту информацию. Пусть он освобождается. Да. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этого акселя. Да. Но он как бы с лицом Маргариты. Так, что это значит, что с лицом Маргариты? Ну, нет, он мужчина, но у него лицо сейчас проявляется, он похож на Маргариту. И говорит, что одно целое с это родственная душа. Мгм. Ну, хорошо, пусть Маргарита передаст ему тогда информацию о ее освобождении, если она Да. хочет. Хорошо. Ну ладно. Тогда отсоединяйся, Виктория, от этого Да. акселя. Мгм. Давай посмотрим, как сейчас выглядит Маргарита. Она как будто бы приделывает вот так свою голову. Мгм. Вот. Я вижу, что снова проявляется вот этот сюжет в этом саду с этими Мгм. кустиками странными, подстриженными, колючими. Так, передай Маргарите, что она может ее сознанием зайти в тот момент и выдворить этого Дебутье со двора. А, Я вижу, продолжается работа, и она вытаскивает, вот это шли эти пауки, и она вытаскивает из носа вот уже паука такого. Мгм. Считывается как сонастройка с антимиром. Из глаз уходят эти черные энергии. Я передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей любые соприкосновения с антимиром, чтобы она вернула всю ее, я слышу, гордость за себя. Мгм. Вот. И вижу ее энергосфера прозрачная, она поднимается вверх. Хорошо. Так, Маргарита хотела отменить пожелание смерти одному из соседов, который что-то там Я ее слышу, что он доставался. умер по его же желанию. Мгм. То есть со стороны Маргариты не было негативных воздействий против конов. Ну, не воздействия были, а я слышу, что он буквально ее как бы привязал этим. То есть зачем манипуляторам и абьюзерам цепляться за людей, претензии им выставлять, еще что-то, для того, чтобы зацепить их негативные программы за что-то негативное в человеке. Вот за М. какие-то события или что-то еще. Мгм. И Маргарита, я вижу, как эта черная энергия уходит от нее. То есть это завязка кармических зависимостей.
Мгм. Маргарита отменила это проклятие. Мгм. Так, Хорошо, пусть оно этому ушло. немцу приказывают забирать все его воздействия, все Мгм. его эти ложь. Хорошо. Так, вот эти религиозно-агрессивные мужик с сыном Муслимы, который не дает ей дышать, и у Маргариты чувство от них, что они находятся в ее квартире. Есть ли какие-то от них воздействия? Давай, Виктория, посмотрим. Ну, я вижу, что она буквально как заколачивает эти проходы в ее квартиру. То есть эти вот события, ну, как бы она сама разрешила этому Мгм. происходить, а сейчас запрещает этому происходить. И вижу, как стучит, как будто бы, Мгм. ну, как-то изнутри. И ее пространство так рассветляется, а этот стук, он уходит. Хорошо. И я передаю Маргарите, чтобы она передала им, чтобы они немедленно убирались с ее личного пространства, он что-то стучит, и уходили прочь, и забирали карму. Она М. священная душа, она имеет право точно так же, как и они. Она не вторгается в их пространство и приказывает им прекратить вторгаться в ее личное пространство. Мгм. Я слышу, это так от нее отваливается, уходит, и слова идут: "Меня там нет". Да. Мгм. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Так, как Да, от этой ситуации отсоединись. да. Так, пишет, что слева внизу живет большая семья курдов из Турции, мужик Бехер. Предлагал близость втихаря. Давай посмотрим, есть ли от него или от ее жены воздействие на Маргариту. Не вижу никаких. Они себе там. Мгм. Сами по себе. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Ну как, они не сами по себе, ну М. просто, э, Маргарита вернула себе ее престиж, Мгм. и такое предлагать в голову, конечно же, не придет. Мгм. Хорошо. В общем, она это дело Да. очистила. Мгм. Хорошо. Так, справа снизу бабка немка находит вещи, гвозди, бусинки Маргарита у ее земли. Думает, что это ее дело. Давай посмотрим, есть ли от этой бабки немки какие-то. Вижу, что эта бабка, вот как-то какие-то бусинки пихает себе в нос. А, то есть уже забирает, да? Да, да. Хорошо. Так, случай, что Маргарита спускалась вниз и нашла какую-то пластмассовую чашечку с зерном. Что это было за событие? Есть ли в этом какие-то воздействия на Маргариту? Да, это кто-то есть. От этой чашечки идет подключка в сектор магии. Приказываю проявиться, кто в секторе магии находится по отношению к этой пластмассовой чашечке. Приказываем отвечать, кто он такой. Я вижу эту бабку, которая пихает бусинки красные себе в нос. Мгм. И эта же чашечка сейчас обернулась, и вот так ей по голове, там, где сектор принятия решений, как накрыла ее. Ага. И Маргарита вот так легнула ногой эту чашку, Мгм. и ее пространство начало вот так увеличиваться, ну, Маргариты, и такое, как лед, как корочка ледяная, рассыпается. И Маргарита вылетела, как огромный ангел с этой ситуации.
И вижу, как ее глаза, как внутреннее зрение вот так начинает расти и устремляется в сектор Первотворца. То есть, Мгм. если внимание, вот Маргарита, да, я ей передаю, чтобы она направила все ее внимание на ее божественную силу, престиж, гордость за себя, тогда все эти действия, это просто будет моментально возвращаться к тем же людям, да, им такое в голову не придет что-то делать против нее, потому что получат карму тогда же, когда только задумают что-то делать. Им такое и в мысли не будет. Мгм. Да, Вот. хорошо. Маргарита хочет отменить поминки, которые делают для мамы у этих в доме баптистов. Пусть она откажется от этого решения. Так. И она говорит: "Мама, я отменяю". И вижу, как будто она взяла какие-то квадратные такие листочки Мгм. и на таких ниточках, такие белые ниточки, гипноз, и навешала вот так такими какими-то рядочками. Мгм. Хорошо. Если хочет Маргарита, пусть передаст маме информацию о ее освобождении, алгоритмы освобождения. Пусть она тоже освобождается, если она хочет. Она отменяет это решение, а эти люди, они такие, у них гипноза много. А у них такие глаза вот так, и вот так смотрят как-то за спину, а за спиной у них такое черная энергия. Мгм. То Тоже есть этого ангел. притворяются святыми, да, то есть это Мгм. идеализация. Вот. Мгм. Хорошо. Маргарита передала информацию? Да, передала. Мгм. Хорошо. Так, ну тогда, Виктория, соединись от этой ситуации. Да, все чищу. Мгм. Очищай, поднимаемся все вместе максимально вверх. Все чужеродное отправим на аннигиляцию. Почистим пространство. Мгм. Проходи. Маргарита вот так показывает мне крылья, говорит, они выросли, а были такие, знаешь, как такие отросточки. Говорит, они выросли. Мгм. И говорит, я вернула мой престиж. Отлично. Ну хорошо, посмотри на Маргариту. Все ли сейчас в порядке? Ага, сейчас все хорошо. Она мне демонстрирует ее энергосферу вот так. Руки я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство от чужеродных энергий, стерла со всех информационных полей всю негативную память, все крючки и зацепки, за которые могут цепляться и цеплялись, отменила все ее решения соприкасаться с антимиром, использовать эти символы, приказывала всем, кто вторгается в ее пространство, убирать все их воздействия. Мгм. О, как в туннель такой вышла в сектор Первотворца, и там такое сияние, она зашла и так осматривается. И я ей М. передаю, чтобы она сонастроилась со Вселенной изобилия, любви, гармонии, счастья, престижа, потому что она божественная, чистая душа, и она достойна всего самого лучшего. Она говорит: "Я здесь". Мгм. Хорошо. Ну, тогда Да, все. Спроси у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. да, все. Добро. Тогда прощаемся с Маргаритой. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да, Проверяй твое личное пространство. да, все хорошо. Мгм. Наполняйся энергией жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.